Очередной китайский автомобиль. На этот раз Dongfeng. Чем-то напоминает спереди Сонату, сбоку то ли Элантра, то ли еще что-то. В общем, смесь дизайнов. Это у нас Dongfeng S50. Мы уже диагностировали ее, и здесь проблема с тем, что разбаланс батареи около 600 милливольт. Скрин диагностики приложу. Сейчас тоже будем снимать батарейку и балансировать. Сняли батарейку с Dongfeng. Сейчас чуть отмоем ее и будем разбирать. Посмотрим, что здесь за элементы стоят. То, что здесь литион, это и так понятно. Посмотрим, что за элементы стоят. 54 киловатт-часа емкость, 144 ампер-часа. 2018 год. Посмотрим, к какой категории отнести этого китайца. Но судя по дизайну, то скорее всего это будет что-то из разряда бюджетных автомобилей. Я даже не знаю, сколько они стоят. В отличие от Honda, здесь сомнительный дизайн и, скорее всего, передран у корейцев. Вскрыли крышку батареи с Dongfeng. И что вам сказать? Это такая же батарейка, как и на Yamaha Mustang. Один контактор стоит, который обрубает. И все, больше ничего в ней нету. Ни второго контактора, ни реле причардж, датчик тока я не вижу. То есть нет ничего. Плюс идет напрямую сразу на выход, и контактор размыкает минус. Если контактор залипнет, то все, батарея будет постоянно под напряжением. Но зато с жидкостным охлаждением. 3 БМС-ки стоят, видимо, по 32 канала каждый. Хотя, может быть, там не задействовано какое-то количество. Это здесь грязь уже была. Видимо, что-то уже с ней делали, а может, через что-то попало. Вот такой вот он Dongfeng. Здесь, скорее всего, пакеты стоят, закрытые в алюминиевые корпуса. Но, правда, балансиры выходят, у каждого свой разъем. Да, так и есть, у каждого модуля свой разъем. Здесь одни модули побольше, другие модули поменьше. У каждого свой разъем и выход, и разъем. То есть сам по себе модули сделаны достаточно красиво. Но собраны в батарею не очень. Нагрев охлаждения проходит через вот эти радиаторы, которые стоят между модулями. Через пластиковые трубки. И все. С одной стороны, простота – залог надежности, а с другой стороны, немножко не то. Передняя крышка, здесь какие-то шпильки есть с резьбой. И, видимо, они хотели закручивать, но тогда она перестанет быть плавающая и не зажмется. Батарейка сама простота. От этого становится менее надежная конструкция автомобиля. Потому как вероятность залипания одного контактора очень велика. А когда два контактора, и они срабатывают не одновременно, а с небольшой задержкой, сначала один, потом второй, и одновременно они не замкнутся. То есть на выходе питания не будет, ну, конечно, если не произошло какое-нибудь замыкание или еще что-то, то в этом один контактор вышел из строя, и все. В общем, здесь в этой, напомню, что здесь был дисбаланс 600 милливольт, и теперь нужно будет вызванивать какие, потому что диагностика не показывает, какое, на каком элементе, а только показала максимальный, минимальный. В общем, теперь нужно будет вызванивать, где самое маленькое напряжение, и балансировать ее.
Нашли элемент, как раз который давал 700 милливольт разбег. Это вот этот вот модуль. И сейчас его заряжаем. И, кстати говоря, если посмотреть, то это самый старый модуль. Это 11.08.2018. Все остальные 25 ноября, 25 ноября, 25 ноября. Короче говоря, все модули одного года. А нет, кстати говоря, вот слабый. Вот такой же. Кстати, тоже слабый. И здесь Но тоже, там кстати, 100 прослабленный. Но дельта 100 милливольт. То есть вот эти два элемента, которые как раз самые старые. Они не из этой партии, вот они деградировали. Да, они не из этой партии и, скорее всего, постарее. И из-за этого они стали деградировать. Возможно, их здесь уже меняли. И да, такие их меняли, потому что вот здесь видны маркером следы, а здесь след провернутый. То есть здесь модули, и, скорее всего, балансировка здесь ничего не поможет. И эти элементы тоже откручивались. Да, видно, что батарея уже вскрывалась. Этот модуль вскрывался. Тут тоже, видишь, не по меткам все. Короче говоря, может быть, вся эта работа пойти коту под хвост. Пойду. Да, этот элемент тоже снимался. И, кстати говоря, он даже сильнее раздутый. Эти ровные, этот раздутый. Эти тоже, кстати, так же. На ощупь можно. Да, и этот тоже раздутый. И чуть-чуть эта пленка другого цвета. Вот так вот. Пойду Жеке, пусть решает. И здесь тоже, кстати, этот элемент откручивался. И, кстати говоря, он даже не дотянутый. Да, вот. Болт болтается. Потому что гроверная шайба не зажата. Вот так вот. Вот с такой бедой можно столкнуться. Непонятно, где его вскрывали. Уже здесь в Украине, либо в Китае. И где были заменены вот эти модули. Тогда на что они были заменены, вообще непонятно. Что и здесь слабые, и там были, возможно, слабые. Но это уже останется за кадром. Неизвестно, что дальше. Неизвестно, что до этого было. Через провода слишком долго балансировать, поэтому согласовали, что мы этот модуль сейчас скроем и будем балансировать его уже в разобранном виде. И заодно владелец попросил померить емкость. Померяем емкость на вот этом элементе. Видно, что он какой-то грязный, пыльный. И если сравнить его с другими, то они чистенькие и красивые. То есть эти модули менялись. Этот модуль и этот. Тоже видно, что он весь грязный. То есть они где-то валялись под забором. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее. В общем, сейчас разберем этот модуль, посмотрим, что там за элементы. И зарядим его. Вернее, отбалансируем, и после этого проверим емкость. А так выглядит батарея с скрытым корпусом. Здесь стоят призматики, и стоит 3 призматика вот такой ширины и вот такой длины. Балансиры идут через шлейф. На этот разъем. Вот стоит датчик температуры. Все остальное идут балансиры. Приварены сваркой. В общем, такая вот батарейка. Все-таки интересно ее дальше вскрыть и посмотреть, что там. Будут ли видны сами модули. А так гораздо проще будет балансировать ее, потому что можно давать больше ток. Этот элемент почти заряжен, здесь маленький разбег был, поэтому всего лишь 0,76 ампер. А здесь у нас 3,21 ампера. А так, кстати, реализовано охлаждение. Здесь термоклей нанесен.
И вот это и есть радиатор. Вот к нему трубки подходят. И за счет этих трубок она охлаждается и нагревается. А здесь у нас что-то деформировано. Возможно, вмятина есть снизу, что это радиатор приподнятый. И хорошо, что он еще не потек. Возможно, нужно будет открутить эти модули и отрихтовать нижнюю часть. Так, в общем, посмотрели, вмятины там нету. И это, скорее всего, когда снимали этот модуль, открутили его. И то ли не знали, что он отклеенный, то ли не стали особо заморачиваться. Эти модули не были откручены, они были затянуты. И начали тянуть. Вот видно, что здесь поцарапано. Видимо, что-то чем-то пытались поддеть ее. И как раз подогнули. Подогнули этот радиатор. И хорошо, что его не пробили. Как-то так варварски они отнеслись к этому вопросу. Ну, что есть, то есть. Эти модули с вероятностью 99,9% менялись в Китае. Сомневаюсь, что они менялись уже в Украине. Потому что, во-первых, таких модулей днем с огнем не найдешь. Поэтому, скорее всего, она с Китая так и пришла. Призматики это или не призматики? А вот так выглядят внутренности батареи. Здесь стоят 3 призматика, 3 последовательных соединения. И, кстати говоря, даже есть разница между модулями. Здесь закладные с резьбой стоят прямо в этой шине, а здесь они стоят в пластике. Здесь еще какая-то металлическая подложка стоит, возможно, чтобы не продавливалась. В общем, есть отличие небольшое и в модулях тоже. После балансировки, сборки и установки батареи на автомобиль, максимальный разбег в процессе зарядки и разрядки составил 50 мВ. При проверке емкости элементов на модулях родных и неродных у нас емкость на родных составила от 106 до 109 Ах, а на замененных от 102 до 107 Ах. И как позже мы узнали, что эти модули были заменены в Китае. Но в этом случае владельцу повезло. Скорее всего, их заменили и не отбалансировали по напряжению. Кстати, по внутреннему сопротивлению они примерно одинаковые. 0,3-0,4 миллиома. На сегодня все. Если вам интересны видео по электромобилям и гибридам, то не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи, всем пока и мирного неба над головой.